В архивах Управления древностей Израиля в пыльном хранилище, предназначенном для необъяснимых находок, покоится один неприметный файл — папка с маркировкой B77. Внутри нет ни артефакта, ни черепка керамики, ни украшения из бронзы. Внутри находится геологический отчет, датированный концом XX века. Документ описывает скальную погребальную камеру I века в деревне Аль-Айзария, известной в древности как библейская Вифания. Отчет составлен сухим, отстраненным языком науки. В нем перечислены размеры камеры, приведен анализ состава известняка, зафиксированы следы естественной эрозии. Все выглядит стандартно, вплоть до последней страницы. В разделе, обозначенном как «структурные аномалии», присутствует абзац, который заставляет даже убежденного скептика замолчать. В нем описывается трещина. Разлом в потолке погребальной камеры. Геологи делают вывод: формация является результатом естественного тектонического напряжения. Однако ее почти идеальная симметрия, образующая фигуру, идентифицируемую как латинский крест, представляет собой статистическую аномалию, вероятность случайного возникновения которой пренебрежимо мало. Пренебрежимо мало — это научный эвфемизм для слова «невозможно». И эта невозможная формация находится не где-нибудь. Она располагается прямо над каменным ложем в гробнице, которую на протяжении тысячелетий предание называло одним именем — гробница Лазаря. На протяжении 2000 лет эта камера хранила молчание, но когда ученые наконец получили к ней доступ, они обнаружили нечто большее, чем просто камень и пыль. Они столкнулись с тем, что сама материя, сама геология этого места, казалось, была вынуждена дать показания. И это было лишь началом. Потому что стены начали говорить, воздух наполнился запахами, а тишина, царившая здесь веками, оказалась не пустотой. Она была наполнена присутствием. Это не просто история о древней гробнице. Это расследование места, где, как утверждается, сами законы физики были поставлены на паузу, места, где вера и наука столкнулись лицом к лицу, и обе вышли из этого столкновения изменившимися навсегда. Что же на самом деле произошло в этой пещере, и какую тайну скалы Вифании хранили все это время? Чтобы понять, почему это место всегда воспринималось иначе, необходимо выйти за пределы камеры и ступить на саму землю Вифании. Сегодня это шумный палестинский городок Аль-Айзария, зажатый в тени разделительной стены, отделяющей его от Иерусалима. Но его древнее имя, сохраненное в арабском названии, означает «место Лазаря». Это земля, чья идентичность была выкована одним единственным событием. Расположенная всего в 3 километрах от стен Иерусалима, Вифания всегда существовала как порог между мирами. Достаточно близко, чтобы слышать гул святого города, но достаточно далеко, чтобы дышать иным воздухом. Пока Иерусалим кипел политическими интригами, религиозными спорами и звоном римских сандалий, Вифания жила тихой, почти незаметной жизнью. Это было убежище, пространство дружбы. Здесь, согласно Евангелию, Иисус был не мессией, творящим чудеса перед толпами. Здесь он был гостем, братом, другом. Этот статус Вифании как внутреннего круга, как место интимного, почти семейного общения, стал ключом к сохранению ее памяти. Поколения семей, живших здесь, передавали эту память не как легенду, а как семейную историю. Они были не просто жителями, они были хранителями. Сквозь века римских легионов, византийских императоров, крестоносцев и османских пашей они не позволили гробнице Лазаря раствориться в мифе. Они берегли ее. Они не превратили ее в туристическое зрелище, а сохранили как священное наследие.
Даже сегодня местные жители, указывая паломникам дорогу к гробнице, называют себя не гидами, а стражами. Они верят, что сами камни все еще помнят. Звук шагов по пыльным тропам, эхо голосов за общим столом, тепло дружбы, наполнявшее это место. Когда в конце XX века археологи впервые получили полный доступ к гробнице для систематического изучения, они увидели не просто руины, подлежащие раскопкам. Они увидели воспоминания, пробуждающиеся от сна. Но сердце Вифании билось не только в ее земле и камне. Оно билось в одном доме, простом и ничем не примечательном для внешнего мира, но избранном стать сценой для вечности. Лазарь, Марфа и Мария. Их имена неотделимы от истории христианства, но кем они были на самом деле? Они не жили во дворцах, они не принадлежали к священнической элите. Это была обычная семья среднего достатка, чей дом стал неофициальной пристанью Иисуса во время его пребывания в Иудее. Их связь с ним строилась не на зрелищах и не на политике. Она была высечена в камне повседневности. Здесь Иисус находил покой. Он преломлял хлеб за их столом. Он слушал их тревоги в тишине вечеров. Здесь к нему обращались не как к наемному целителю и не как к пророку, которого нужно испытать. Здесь он был семьей. И именно эта близость, эта интимность придала последующим событиям их сокрушительную тяжесть. Евангелие от Иоанна, единственный из канонических текстов, подробно описывающий эту историю, рисует поразительно живые и психологически точные образы. Марфа, практичная, деятельная, всегда в заботах. Именно она первой выходит навстречу Иисусу. Ее горе принимает форму почти делового упрека, переплетенного с непоколебимой верой. Мария — созерцательная, чувствительная, интуитивная. Она не бежит навстречу. Она остается в доме, погруженная в скорбь, и выходит лишь тогда, когда ее зовут. Ее горе — это не слова, а слезы, пролитые у его ног. И Лазарь. О нем самом мы знаем меньше всего. Его имя, вероятно, происходит от эллинизированной формы еврейского имени Элиазар, означающего «Бог помог». Он молчалив. Он объект происходящего, а не его субъект. Но именно его молчание, его отсутствие становится центром драмы, приводящей все в движение. Когда Лазарь заболел, это не было болезнью далекого человека в далекой деревне. Это был крах друга, разрушение дома, связанного с самим Христом. Сестры не впали в панику и не выдвигали требований. Их послание Иисусу было наполнено тихим доверием. «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Они верили, что его любви достаточно, что само знание о беде приведет его. Но дни шли, болезнь усиливалась, а он не приходил. Их молчаливое доверие превратилось в открытую рану. Почему тот, кто исцелял незнакомцев, медлит, когда умирает его друг? Когда Лазарь испустил последний вздох, горе поразило не только семью. Оно ударило в самое сердце тех, кто верил, что любовь и присутствие неразделимы. И когда его тело, завернутое в пелены, положили в гробницу и завалили вход камнем, вся деревня погрузилась в траур. Тишина, опустившаяся на Вифанию, была не просто отсутствием звука. Это была тишина окончательности. Камера стояла как символ финала, место, откуда не возвращаются. Лазарь, возлюбленный друг Иисуса, ушел. Первый день прошел в тумане скорби. Соседи приходили утешать сестер. Второй день тянулся в изнеможении. На третий день надежда стала едва слышным шепотом. Согласно иудейским верованиям того времени, душа умершего могла пребывать возле тела 3 дня, надеясь вернуться. Но на 4-й день надежда умирала окончательно.
4 дня в гробнице означали абсолютную, необратимую смерть. Тишина внутри камеры стала приговором. Сестры сидели среди скорбящих, их лица опустели. И именно в этой окончательности готовилось невозможное. Безнадежность 4-го дня была не ошибкой, а точным расчетом. Смерти позволили утвердиться, чтобы, когда жизнь прорвется, не осталось сомнений. Именно тогда разнеслась весть: Иисус идет. Марфа вышла ему навстречу, и боль прорвалась в ее словах: «Господи, если бы ты был здесь, брат мой не умер бы». Это было обвинение, рожденное любовью, но даже в нем теплилась искра веры. «Но и теперь знаю, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус ответил не утешением, а откровением: «Я есмь, воскресение и жизнь». Реальность словно дрогнула под весом этих слов. Затем пришла Мария. Она пала к его ногам, и ее слезы говорили громче любых речей. И тогда произошло нечто, что заставило замолчать даже скептиков. Иисус заплакал. Вечность вошла в человеческую скорбь. Воздух сгустился, когда он повелел: «Отнимите камень». Камень был отвален, и запах смерти вырвался наружу. Иисус воззвал: «Лазарь, выйди вон». И невозможное произошло. Шорох, движение. Лазарь вышел, все еще обвитый пеленами. История раскололась. Смерть утратила окончательность. И когда спустя века археологи вошли в эту же камеру, тяжесть того повеления, казалось, все еще витала в воздухе. Они пришли измерять камень, но столкнулись с присутствием. И затем они увидели трещину. Разлом в потолке. Симметричный, совершенный, в форме креста. Геология могла объяснить разлом, но не его форму, не его точность, не его расположение. Вероятность была за пределами расчетов. Камень словно подписал свидетельство. Надписи на стенах шептали о победе над тенью. Аромат, вырвавшийся из алебастрового сосуда, наполнил воздух памятью. Камень, слова и запах сошлись воедино. И гробница Лазаря перестала быть просто местом. Она стала голосом. История, высеченная не только в Писании, но и в самой материи мира, продолжала звучать, ожидая тех, кто готов войти и слушать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.